Провокационное интервью Путина немецкому журналисту. В этот раз Путин сказал о партии АфД, его спросили об этой партии, как бы задали вопрос, это угроза Германии, партия АфД, партия АДГ, альтернативная партия Германия. И как он классно, круто, все немецкие блоги говорят, ответил на вопросы журналиста. Можно сказать и так, что Путин ответил то, что думают большинство немцев в восточных землях. Это можно было увидеть на выборах. И кто бы что ни говорил, и что это финансируется Путиным, партия АДГ, АфД, альтернативная партия Германии, которая набирает голоса по Германии, особенно восточные земли. Она вышла на первое место после евровыборов. Но как с теми, кто выбирал эту партию? Она на первом месте по всей Восточной Германии, а в общем на втором месте. Это настоящая сенсация. Нет, мы ожидали этого, конечно. Тем не менее, что, ладно, Путин финансирует эту партию. А он что финансирует? Миллионы населения Германии? Задумайтесь об этом, тот, кто мне пишет. Это финансируется Россия, партия. Смешно. Даже уже говорят, что партия Саровагатных финансируется Кремлем. Путин сказал на вопрос журналиста, это было: если сегодняшнее правительство видит угрозу в альтернативной партии Германии, то есть партия АфД, АДГ, это не наше пиво, он сказал. Не забывайте, он косвенно так сказал, что это не наше дело, мол, это внутреннее дело страны. Это политическое, смотрите, внутри страны, это политическая ситуация Германии. Разбирайтесь сами. Браво. Опять говорю, Путин – это не мой президент. Но что есть, то есть. Он сказал, что думает большинство населения Германии. И от этого не уйдешь. Кто бы мне ни писал, какая бы гадость мне ни писали. Но правду не скроешь. И это видео, которое сейчас я вам делаю, похоже делали на многих немецких каналах. Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. С вами канал Эрика, Берлин, Deutschland. Вы затронули вопрос о нацизме. Вы, конечно, видите, что в Германии появилась партия, которая вызывает серьезные опасения у других партий. Во многих федеральных землях АфД находится под наблюдением ведомства по защите Конституции, как крайне правая или правая экстремистская партия. Сопредседатель Крупала был в Москве в 2020 году, если я правильно помню. В прошлом году он был приглашен на празднование победы российского посольства в Берлине, как и Герхард Шрёдер. Как вы понимаете, АфД? Как вы оцениваете отношения АфД с Россией? И каковы отношения России с АфД? Путин говорит: вы знаете, несмотря на то, что упомянутый вами джентльмен был в Москве, по-моему, я даже встречался с кем-то из этих лидеров, не помню с кем, но у нас нет системных отношений с представителем этой партии. Но наше понимание того, что происходит в Федеративной Республике Германии, заключается в том, что любая альтернативная точка зрения рассматривается как враждебная государству. И почему-то все сразу же объявляют агентами Кремля их. Но знаете, если какая-то политическая сила критикует действующее правительство, то в демократическом обществе, наверное, нет причин сразу же объявлять работу этой политической силы антигосударственной и добавить ее в запрет. Насколько мне известно, Гитлер был заключен в тюрьму после неудачного переворота в Баварии. Это сразу повысило его рейтинг одобрения, еще больше возвысило его. До того он не считался политиком национального масштаба, а после ареста стал им. Однако в деятельности альтернативы для Германии мы не видим признаки неонацизма. Если кто-то выступает за нормальные отношения с нашей страной, с Россией, мы это только поддерживаем. Но мы не решаем, действует ли эта политическая страна в рамках Конституции или нет. Мы не видим ничего, что могло бы нас обеспокоить. Мы этого не видим. Если нынешнее правительство видит в позиции альтернативы для Германии угрозы для себя, то это не говорит, что это наше дело.
Это вопросы развития политической ситуации в самой Федеративной Республике Германия. И я хотел бы вернуться к тому, что я только что сказал. Альтернативу для Германии подозревают в ненацистских позициях и людей, сотрудничающих с нацистским режимом на Украине. Почему-то не замечают. Это то, что мы называем двойным стандартом, моралью, как в внутренней, так и внешней политике. Мы будем сотрудничать со всеми, кто хочет сотрудничать с Россией. И мы не выносим политические суждения о внутренних делах Германии. Это дело самих политических властей Конституционного суда. Но я уже говорил, приводил пример Гитлера, что те, кто использует внеполитические средства в политической борьбе, не достигают того результата, к которому стремятся. Теперь, друзья, еще раз от меня. Как бы ни хотели люди, которые хотят закрыть глаза на то, что происходит в Германии, все это связано тоже, конечно, не только с Германией. Я уже несколько раз говорил, мы живем в одной лодке. Это связано с Украиной, и с Россией, и с Беларусью, со всеми странами. Особенно, которые граничат с европейскими странами, и тоже, которые граничат с Россией. Правда рано или поздно открывается, и народ рано или поздно понимает, кого выбирать. И деньгами его не купишь. Немецкий народ, который выбирал руководящую партию, которая сейчас именно руководящая партия, не ожидал таких последствий, таких результатов. Повторяю, почему вы выбирали эту партию? Потому что никто не ожидал, что они перевернут на 360 градусов то, что обещали народу. И рано или поздно даже у немецкого народа, который есть терпение, приходит этому терпению конец. И поэтому пусть мне не говорят, что кто-то кого-то купил. Это бред полный. Народ не купишь, каждого человека не купишь. Вы можете, да, есть люди, журналисты купленные, есть блогеры купленные, но масса, миллионы народа не купишь. Если только скажешь, вот, выбирайте эту партию, и у вас будет все прекрасно. Нет. Выбирают многие партию из-за протеста. Многие убеждены в этой партии или надеются, что она будет лучше. Но многие выбирают партию АФД-АДГ, потому что кроме еще Сары Вагенкнехт и АФД нет альтернативы на сегодняшний день в Германии. А дальше так продолжаться уже не может. Здесь различные аспекты, не только Украина. В первую очередь я смотрела известных немецких журналистов, дебаты и так далее. На первую планку ставится, почему люди выбирали сейчас АФД, АДГ. Это, конечно, конфликт с Украиной. Второе, это, ясно, беженцы и иммигранты. Нерешенный вопрос. Закрыть границы и не впускать каждого, тем более криминального человека в страну. И опять же, очень важный тоже аспект. Люди замучились работать для других, поэтому им хуже живется. Хуже здравоохранение, хуже в детском садах, хуже обучение. Очень много, это можно бесконечно говорить, мигрантов в школах, поэтому оценки хуже страдают, потому что люди слишком, немцы вперед идут, мигранты тянут назад. И поэтому обучение на не такое, как было раньше. Очень важный миграционный вопрос, очень нерешенный миграционный вопрос, что должно быть в первую очередь при каких-то преступлениях, должно правительство быть на стороне своего народа, а не на стороне того, кто ищет убежища. И, как бы говоря о правах человека и защите правах человека, что они не могут на Афганистан кого-то послать или в Сирию, потому что там его сразу ждет смерть или его ждет, не знаю, тюрьма. Это не выход из положения. Больше и больше убийств, насилования, и этому нет предела. Причем не только уже в Германии, и в других странах Европы. Поэтому народ выбирает альтернативную партию Германии. Я смотрел тоже дебаты различных политиков, различных партий. Там говорили именно правильные слова. Они называют, те, кто выбирают партию АФД, вот, например, зеленые партии, называют их, не стесняясь, народ, который их выбирают, простой трудовой народ.
чуть ли не нацистами. Представляете, какой позор? Во-первых, если они говорят такие слова, они еще больше будут терять голосов, потому что это абсолютная ересь. Многие, правильно сказал один очень известный политолог на одном дебате, что выбирают, вы что, не понимаете, что это полный абсурд, что многие, тот, кто выбирает, раньше выбирали христианско-демократическую партию, они не могут за 2 года стать нацистами. И правильно он сказал, что выбирая эту партию, многие сейчас, те, кто выбрали партию АФД или партию Сары Вагенкнехт, это правый и левый, абсолютно различная тенденция. Что-то у них есть общего, большие различия. Тем не менее, я даже уже слышала, так как Христианско-демократическая партия отказывает работу Сары Вагенкнехт при следующих выборах, то есть коалицию, значит, они отказались, значит, может такое быть, что они уже постепенно приходят к выводу, что они могут работать вместе. То есть партия Сары Вагенкнехт, чтобы большинство голосов набрать, и, опять же, левые, правый и левый. Итак, как можно называть народ, который выбирает партию АДГ, АФД, не нацистами и радикалами, если они мечутся между партией АФД и АДГ по-русски и Сарой Вагенкнехт? Это просто абсурд. Те люди, которые выбирают между этой и этой партией, например, у нас в семье, у нас так, я выбираю одну партию, например, АФД, мой муж выбирает партию Сары Вагенкнехт. Представьте себе. И что? Люди, которые, значит, выбирали правых, сейчас выбирают левых, они за несколько дней, ну, мы говорим, сейчас время быстро идет, стали не нацистами. Это полный бред. К чему привело, что выбирают именно партию АФД? Не только потому, что они что-то обещают, а потому что народ разочаровался и протестом, а нет другой альтернативы. Выбирают партию АФД. В надежде, конечно. Надеюсь, нас не обманут. Вот. Второе, почему еще выбирают? Потому что сама партия христианско-демократическая, зеленая, привела к тому беспределу, что люди потихоньку становятся националистами. Это действительно так. Конечно, потому что если у вас отнимают последний хлеб и делят с теми, которые не хотят работать, иждивенцы, не учат язык, а еще хуже, не наказаны за какие-то криминальные дела, например, убийство, изнасилование, любой человек скажет: вон отсюда, мы этого больше не допустим. И ищут, но они не могут решать ничего. Поэтому единственный выход из положения – выбирать партию, которая обещает им, что она решит этот вопрос. Только поэтому. Поэтому не надо, те, которые мне пишут, писать о каком-то, что купленная партия, то, сё и так далее и тому подобное. Вы не живете не столько лет, сколько я. Я прекрасно понимаю, что хотят немцы. Поэтому, если вы пару лет живете, а многие и языка мало изучали, мало смотрели СМИ, мало смотрят СМИ, мало смотрят немецких блогеров, политологов немецких, дебаты немецкие и так далее и тому подобное. И вы рассуждаете, о чем вы вообще не разбираетесь и не понимаете. Так что вы просто смешны. Дорогие друзья, я надеюсь, вам было со мной интересно. Кому нравится мой канал, буду рада новым подписчикам. Ставьте лайки, если вам понравилось мое видео. Комментируйте, что вы думаете о интервью Путина немецкому журналисту. Что вы думаете о будущем Германии, что вы думаете о партии АФД, АДГ, те, кто живет здесь, или те, кто знаком с этой партией, или слышали об этой партии, независимо, где вы живете. И мы прощаемся до новых видео. С вами была Эрика Клаус. Всего доброго, берегите себя. Пока, мои хорошие.